Приветствую! Сегодня сравнительный обзор на альтернативную модель аккумуляторному пылесосу, о котором я рассказывал в прошлом видео. Этот вариант конкретно автомобильный, потому что питается он по кабелю от бортовой сети 12 вольт через гнездо прикуривателя. Заявленная мощность 170 Вт. Благодарю моего товарища и коллегу Леху за предоставленную возможность познакомиться с этим гаджетом. Итак, купил я его на Озон BOI по ссылке в описании этого видео за 55 белорусских рублей или $18,5 США. И он конкретно в 2 раза дешевле вот этого аккумуляторного пылесоса. Ну, понятно, что здесь сэкономили на аккумуляторах типа 18650, которые не дешевые. Получил картонную коробку менее 50 сантиметров, судя по моим плечам, которая запечатана в пленку с пупыркой. На стикере указан бренд White Siberia. Артикул. Называется он автомобильный пылесос Sauber Pro. Цвет черно-золотой. Во как! Итак, вскрываю и оцениваю комплектацию. Итак, пылесос поставляется в розничной цветной яркой коробке. В свою очередь, коробка также запечатана в пленку. Вскрываю. На ней все, кстати, указано на русском языке и проиллюстрирован внешний вид пылесоса. Мощность 170 Вт, как я и говорил. Сила всасывания 7000 паскалей. Длина провода питания 5 метров, что удобно при чистке багажного отделения, если там нету соответствующего гнезда. И зачем-то указана ссылка, что здесь используются немецкие технологии. Вся комплектация представлена на торце коробки, но мы сейчас скроем и ознакомимся. Вот весь комплект. Инструкция с иллюстрациями, исключительно на русском языке. В конце есть QR-ссылки на официальный сайт изготовителя. Здесь сказано, что бренд White Siberia создан в 2014 году шанхайской компанией WS Electro для популяризации электротранспорта и удешевления его стоимости, чтобы он стал доступнее жителям стран СНГ. Сравнивая комплектацию и качество деталей, я подтверждаю это утверждение. Здесь всего один HEPA-фильтр и 3 насадки, которые используются исключительно для функции пылесоса. Да, это просто пылесос. HEPA-фильтр уже установлен. Он бумажный, придется часто чистить. В том же фирменном магазине на Озон можно приобрести такой фильтр за $4,5. Зато есть вот такой удлинитель в виде гофрированного шланга, изготовленного из тонкого гибкого пластика. В руке ощущается как одноразовый пластиковый стаканчик. На торцах он даже так некрасиво заламывается. Настолько он тонкий. Далее. Щелевая насадка и щетка уже из пластика привычной толщины. В общем, такие же, как и в прошлом наборе. В комплекте присутствует сумка-чехол из нейлона, которая закрывается на молнию. По периметру для придания формы она укреплена оранжевыми пластиковыми трубками, а изнутри ее ребра поверх обшиты спанбондом, который с годами превратится в труху и высыплется. Почему-то именно спереди пришита ручка для переноса. В общем, дешевый вариант в сравнении с прочным кофром аккумуляторного пылесоса. В качестве подарка вложили фирменную табличку для номера телефона под стекло автомобиля из плотной обычной бумаги. Теперь сам агрегат. Его корпус изготовлен из черного глянцевого пластика. Обе его части скреплены 1, 2, 3, 4, 5, 6 саморезами. Внутри установлен мотор с заявленной мощностью 170 Вт. Спереди за решеткой расположен вход воздушного потока. Над ним маленький светодиодный фонарик, что, конечно же, удобно при уборке в затененных местах автомобиля. И это плюс. Через щелевые отверстия по бокам корпуса воздух выходит наружу. Кабель питания длиной вместе со штекером в прикуривателе, в моем случае я померил, 4 метра 80 сантиметров. Неподвижно закреплен в торце ручки. 20 сантиметров украли. Сверху в виде золотистой пластиковой накладки оформлена ручка. На ней имеется черная, именно механическая кнопка питания, которая только включает со щелчком, а затем выключает мотор.
Никакой регулировки оборотов эта модель не имеет, и это же, конечно же, жирный минус. При обычном хвате мне под большой палец попадает не кнопка питания, а выступающая над корпусом черная кнопка разблокировки рычага, который удерживает контейнер для сбора пыли. А вот кнопка включения расположена очень неудобно, и я ошибочно могу нажать не на нее. Из тонированного качественного пластика изготовлен пылесборник объемом около 400 мл. Его входное отверстие, куда просто вставляются насадки, оформлено золотистой каймой. Аналогично, как и у аккумуляторного устройства, в этом на входе зафиксирован клапан из тонкой резины. Сверху белой краской нанесен логотип. И в него уже вставлен единственный HEPA-фильтр. Вынимаю. Его пластиковая основа по периметру обрезинена. Снизу имеются направляющие штыри для правильной установки фильтра в контейнер. Вот таким образом. Готово. На пылесос он фиксируется в отверстие с помощью выступа снизу и защелки сверху. Насчет эмблемы Германии на упаковочной коробке. Имеется в виду немецкий дизайн пылесоса, хотя лично мне он напоминает дельфина. И он совершенно отличается от удобной формы пистолета аккумуляторного пылесоса. По габаритам новый пылесос чуть крупнее, общая его длина 40 см, толщина широкой части максимум 10 см. То есть он тоже компактный. Заявлен вес пылесоса 560 грамм. В руке оба устройства ощущаются одинаково. Оценю силу всасывания автомобильного пылесоса с помощью бумажной салфетки. Для этого подключу его к лабораторному блоку питания через гнездо прикуривателя. И выставляю напряжение 12 вольт. Ну, тут уже выставлено. Так как заявлена максимальная мощность потребления этим пылесосом 170 Вт, то ограничиваю ток потребления 14 амперами. Однако мой блок питания рассчитан на максимальный ток 10 ампер. Значит, по максимуму. Я так понимаю, что 170 Вт этот пылесос потребляет только при максимальном загрязнении HEPA-фильтра и на полности пылесборника. Включаю. Я хватаю здесь, потому что центр тяжести в центре. И в центре установлен мотор, который можно рассмотреть через вентиляционные щели. По габаритам он сравним с HEPA-фильтром. Вот реально неудобно разместили кнопку включения. Надо приловчиться, чтобы держать пылесос как бластер впереди себя. Включаю. Так, при этом потребляет он от блока питания около 60 Вт. А аккумуляторный аналог на минимальных оборотах вот так. При этом уровень шума у него выше. В принципе, как и заявлено, что у White Siberia уровень шума 65 дБ, а у ST6559 85 дБ. Если этот вариант будет работать значительно дольше при питании от бортовой сети автомобиля, то этот в максимальных оборотах не более 10 минут. Я замерял. Хотя им можно пользоваться одновременно зарядкой батареи, что тоже неплохо. Теперь подключаю шланг, просто засовываю плотно. К нему щетку. Таким образом. И пробую очистить салон автомобиля. Погнали. Я попробовал пылесосить с гофрированным шлангом, но реального варианта такого применения в автомобиле я не нашел. Знающие товарищи, подскажите в комментариях. К тому же при такой длине шланга яркости встроенного фонаря уже недостаточно, чтобы светить место уборки. Далее пропылесосил коврики, решетки дефлекторов и обивку сидений. Длины кабеля питания в 4,8 метров для Volkswagen Golf хватает с большим запасом. А для полного удовлетворения этим устройством мне лично в нем не хватает регулировки оборотов с турборежимом для быстрой чистки ковриков.
История повторяется, и я снова чищу HEPA-фильтр. Набилось пыли много, и это всего лишь за пару дней тестирования этого пылесоса. Заявленной силы всасывания для качественной уборки салона автомобиля хватает. В общем, если вам нужен просто пылесос для чистки салона автомобиля, то White Siberia Sauber Pro хороший, почти бесплатный для этого вариант. Мощности его достаточно, а шум работы мотора довольно низкий. И звук не такой звенящий, как у аккумуляторного экземпляра. Наличие светодиодной подсветки помогает в уборке затененных мест. Весь набор достаточно компактный для хранения в багажнике, и необходимые для чистки насадки присутствуют. Цена совсем смешная для электронного устройства, всего $18,5. Какая-то цена из 90-х. Но с учетом его недостатков. А это самый, на мой взгляд, важный. Неудобное размещение кнопки включения. Далее отсутствие регулировки мощности мотора, наличие всего одного HEPA-фильтра и чехол низкого качества. Вот в таком порядке. А я вас благодарю за просмотр и оценку этого видео. Подписывайтесь и до встречи на канале. Всем пока!